Не все моменты BTS происходят на сцене. Некоторые истории рождаются в тишине. В репетиционном зале без камер. Когда музыка останавливается и мир, кажется, замедляется. В тот день все должно было идти как обычно. Но когда одно тело начало слабеть, кто-то решил все остановить. Дело было не в хореографии. Дело было не в расписании. Дело было в одном простом выборе. Когда все остановилось, Чингук думал только о Тэхёне. Репетиция, которая обычно проходила без перерыва, внезапно остановилась. Музыка выключилась, шаги затихли, и некогда энергичный зал погрузился в тишину. Чингук замер посреди комнаты, его взгляд больше не следил за хореографией, а был прикован к одинокой фигуре, изо всех сил пытавшейся удержаться на ногах в углу. Тэхён все еще пытался улыбаться, как будто все было в порядке. Дыхание было тяжелым, плечи неровно вздымались, но он заставил себя встать. Его слабое тело в тот день больше не могло скрывать накопившуюся усталость. И Чингук увидел это быстрее всех. Не говоря ни слова, Чингук поднял руку. Музыка полностью остановилась. Не было никакого формального порядка, никакой драмы. Просто одно простое, инстинктивное решение: Тэхён важнее любой репетиции. Он подошел ближе, его голос был тихим, но твердым, когда он позвал Тэхёна по имени. Не как коллега по группе, не как кумир в центре внимания, а как человек, которому действительно не все равно. Пока остальные пытались осмыслить происходящее, Чингук уже был рядом. В тот день не было камер, чтобы запечатлеть его чувства. Не было фанатов, которые могли бы стать свидетелями этого лично. Но именно в тишине их связь проявилась наиболее ясно. Когда все остановилось, Чингук без колебаний выбрал Тэхёна превыше всего. Тэхён пытался следовать за счетом, но его тело больше не подчинялось его воле. Холодный пот выступил на его лбу. Дыхание прерывалось между замедленными движениями. Он опустил голову, борясь с внезапным головокружением, надеясь, что никто не заметит, насколько он хрупкий. Чингук заметил небольшие изменения, которые другие пропустили. Один шаг слишком поздно, один вздох слишком тяжелый. Мир вокруг него словно сузился, оставив Тэхёна единственным объектом своего внимания. Не было ни колебаний, ни дальнейших шагов. Только инстинкт защитить того, кто ему дорог. Шаги Чингука к нему были твердыми, но полными беспокойства. Его рука была готова поддержать Тэхёна, прежде чем он окончательно собьется с пути. Атмосфера в комнате изменилась, стала тише, чем прежде. Словно все затаили дыхание вместе с ним. Взгляд Чингука говорил безмолвно, говоря, что остановка – это не признак слабости. В тот момент тренировка потеряла смысл, и расписание и цели казались неактуальными. Оставались только присутствие и забота. Две вещи, которые никогда не были заложены в хореографию. Без света софитов и без аплодисментов. Чингук выбрал Тэхёна, и его выбор никогда не был неправильным. Тэхён, наконец, откинулся назад. Изнеможение, с которым он боролся, медленно улетучивалось. Чингук был рядом, поддерживая его без слов, давая ему возможность отдохнуть от нагрузок. Не было никакой неловкости, только безопасная тишина, где Тэхёну не нужно было притворяться сильным. Тренер и остальные участники отступили на несколько шагов назад, позволяя моменту развиваться беспрепятственно. Чингук тихо прошептал ровно настолько, чтобы услышал один человек, говоря Тэхёну дышать и не перенапрягаться. В тишине репетиционного зала эта тревога звучала громче любой музыки. Время тянулось медленно, словно адаптируясь к ситуации. Каждая секунда была наполнена искренней заботой. Тэхён поднял взгляд, найдя спокойствие во взгляде Чингука. Никаких громких обещаний не было дано, но одного его присутствия было достаточно, чтобы ответить на все вопросы. За пределами комнаты мир продолжал мчаться, но внутри все на мгновение замерло.
Чингук решил остаться, наблюдая, пока Тэхён не придет в себя. В этой тишине зародилось доверие, которое не нужно было никому афишировать. Возможно, этот день и не был зафиксирован в официальном расписании. Но он навсегда останется в их памяти. Простое, но мощное напоминание о том, что за кулисами и в свете софитов есть люди, которые заботятся друг о друге. И есть Чингук, который никогда не задумывается о Тэхёне. Когда дыхание Тэхёна стабилизировалось, он замер, успокаивая все еще дрожащее сердцебиение. Чингук оставался рядом с ним, неподвижно. Словно его уход мог снова все разрушить. Не было необходимости в долгом разговоре, потому что само его присутствие было ответом. Тэхён медленно опустил взгляд, осознавая свои пределы в этот день. И впервые не чувствовал себя виноватым. Чингук слегка кивнул ему, давая понять, что остановиться было правильным решением. Между ними развилось взаимопонимание без слов. Упражнения можно было повторять, движения можно было исправлять, ошибки можно было оттачивать. Но состояние Тэхёна нельзя было откладывать. И Чингук понимал это лучше, чем кто-либо другой. Для него здоровье значило гораздо больше, чем совершенство в чьих-либо глазах. Дни шли, но тот момент оставался, затаившись в самом дальнем уголке его сердца. Ничего не публиковалось, ничего не объявлялось. И все же связь молча росла. Истинный акт заботы, зародившийся без того, чтобы мир был свидетелем этого. Когда все вернулось в норму, это воспоминание осталось как напоминание. Даже в самые слабые моменты Тэхён никогда не был один. Потому что, когда все останавливалось, Чингук всегда был рядом и всегда думал о Тэхёне. Через несколько дней репетиционный зал снова оживился. Музыка снова играла, движения оттачивались. Но что-то незаметно изменилось. Более искреннее, чем раньше. Чингук часто поглядывал на Тэхёна, убедившись, что на этот раз его улыбка искренняя. Тэхён двигался медленнее, честнее собой, больше не напрягая тело, чтобы угнаться за темпом. Он знал, что ему не нужно скрывать свою усталость, потому что кто-то будет за ним наблюдать. Между счетом и ритмом доверие крепло. С того дня тишина перестала казаться пустой. Она превратилась в безопасное пространство, которое они оба понимали. Чингуку не нужно было много говорить, чтобы показать свою заботу. Ему просто нужно было быть рядом, просто быть внимательным. Тэхён чувствовал это в мелочах. В короткой паузе перед тем, как музыка снова начинала звучать. Бывали дни, когда усталость возвращалась без предупреждения. И тело Тэхёна подавало ему еще один тихий сигнал. На этот раз он не медлил. Он не ждал, пока все станет невыносимо. Потому что он знал, забота Чингука всегда была рядом, даже до того, как его спрашивали. Чингук понял, что сила – это не движение вперед, а умение вовремя остановиться. Он видел в Тэхёне не хрупкого человека, а того, кто смело прошел этот путь. И среди всей этой суеты уважение росло вместе с заботой. Не все истории нужно было рассказывать миру. Некоторые лучше было оставить между ними двумя. В коротких взглядах и легких улыбках, скрытых в понимании, которое никогда не было объявлено. Этот момент жил молча, но его влияние ощущалось гораздо глубже. Поэтому, когда все вернулось в норму, это воспоминание осталось невидимой опорой. Нежное напоминание среди суровых требований, что они были больше, чем просто выступающими вместе. Потому что даже в самые одинокие моменты Чингук всегда думал о Тэхёне. Время шло, сменяясь новыми днями. Но следы того момента никогда по-настоящему не исчезали. Они оставались в том, как Чингук замедлял шаг, и в том,
как Тэхён бесстрашно жестикулировал. Под кажущейся однообразностью рутины. Там скрывалась забота и беспокойство, ставшие привычными. Иногда они вообще молчали. Но молчание между ними казалось значимым. Небольшой кивок, короткий взгляд издалека. Был достаточно, чтобы убедиться, что все в порядке. Не требовались сложные слова или долгие объяснения. Потому что забота была взаимной. Тэхён научился доверять своему телу и своим чувствам. Поняв, что перерыв – это не неудача. Чингук был мягким напоминанием о том, что ценность человека измеряется не тем, насколько сильно он себя напрягает. С каждым шагом, который они делали вместе. Они росли незаметно для многих. Возможно, однажды эти воспоминания поблекнут, затмеваемые более масштабной сценой и громкими аплодисментами. Но их смысл останется, став основой доверия, которое они построили. Маленький момент, который сформировал так много всего. Не желая, чтобы мир помнил о нем. И в конечном итоге, эта история не о том, чтобы остановиться, а о выборе с честным сердцем. О человеке, который осмелился поставить человечность на первое место. Среди бесконечных требований. Потому что, когда казалось, что все должно продолжаться. Чингук знал, Тэхён всегда был важнее всего остального. В условиях все более напряженного графика. Этот момент стал утешительным якорем. Чингук вспоминал о нем каждый раз, когда наступала усталость. Поводом снова замедлиться. Не для того, чтобы ослабеть, а чтобы защитить то, что действительно важно. Тэхён шагнул вперед с новой уверенностью. Понимая, что ему не всегда нужно быть сильным в одиночку. Было место, на которое можно опереться. Было время перевести дух без чувства вины. И за каждым его усилием он знал, что кто-то всегда наблюдает за ним. Их отношения оставались неизменными на поверхности. Оставаясь профессиональными, продолжаясь как обычно. Но под этим скрывалась более спокойная, более зрелая связь. Связь, которая не нуждалась в признании. Просто ощущалась в каждом мгновении, проведенном вместе. Тот день, возможно, прошел без каких-либо официальных следов. Не зафиксированный в архивах или на камеру. Но для них. Он стал частью важного жизненного пути. Урок заботы, который расцветает именно тогда, когда мир замирает. И если однажды эти воспоминания вернутся. Они вернутся тихо, без настойчивости. Нежное напоминание среди суеты и шума о выборе, сделанном сердцем. Потому что, когда кажется, что все должно двигаться дальше. Чингук всегда знает, когда выбрать Тэхёна. Их шаги могли пойти в разных направлениях. Но фундамент остается прочно укорененным. Понимание, рожденное без планирования. Без произнесенных вслух обещаний. Он жил маленькими привычками. Вниманием, которое никогда не требовалось. Чингук понял, что истинная забота не всегда видна. Она присутствует именно тогда, когда никто не обращает внимания. В тишине он выбрал быть бдительным. Выбрав быть чутким к вещам, которые часто упускаются из виду. И с этого момента его чувство ответственности переросло в искренность. Тэхён шел с более легким сердцем, понимая, что сила также означает верность самому себе. Он больше не чувствовал себя одиноким в своей усталости, потому что был кто-то, кто понимал его без требований объяснений. С каждым более спокойным вдохом он обретал новую смелость. Время будет продолжать испытывать их различными способами. Сцена будет становиться все больше, требования все тяжелее. Но тот момент оставался напоминанием. Напоминанием о сделанном выборе. Что среди всей этой суеты и шума человечность все еще должна быть на первом месте.
И, возможно, это самый честный финал этой истории. Не о том, кого видит мир, а об одном простом решении, принятом сердцем без колебаний. Потому что, когда все останавливается или должно остановиться, Чингук всегда знает, что причина в Тэхёне. Эта история никогда не нуждалась в грандиозном завершении, потому что ее смысл был завершен с самого начала. Она живет в маленьких решениях, которые часто остаются незамеченными многими. Но именно в этом и заключается ее ценность. В искренности, которая никогда не выставляется на показ. Чингук продолжает свой путь с новым осознанием, что скорость – это не все. Наступает момент, когда остановка – это форма мужества, а выбор кого-то – это форма силы. Между амбициями и ответственностью он учится ставить свое сердце на первое место. Тэхён идет с более спокойной улыбкой. Не потому, что все стало проще, а потому, что он знает, что ему больше не нужно нести все это в одиночку. Есть место для слабости. И есть принятие, которое помогает ему двигаться дальше. Если мир видит результаты только на сцене, то эта история живет задолго до того, как включатся софиты. Она существует в тихом репетиционном зале, в небольших, незапланированных паузах. История о выборе человека, когда требования всего сущего требуют бесконечного движения. И в конце концов, нет слов честнее, чем те, что рождаются из простого поступка. Что когда кажется, что все должно двигаться дальше, есть одна вещь, которая заставляет время остановиться на мгновение. Это не музыка, не аплодисменты, не сцена, это выбор Чингука в пользу Тэхёна без колебаний. Не всю заботу нужно объявлять публично. Не все истории нужно освещать. Иногда самые значимые вещи происходят, когда мир замирает. Когда кто-то решает проявить заботу. Не ради внешности, а ради сердца. За кулисами и аплодисментами есть люди, которые заботятся друг о друге. И в тот день, когда все могло продолжаться, Чингук решил остановиться. Ради Тэхёна. Спасибо, что выслушали эту историю. Если вы чувствуете то же самое, пусть эта история живет в вашем сердце.